Всем здорово, народ, сегодня у нас PvP-шный гайд на Фростмага. Присаживайтесь поудобнее, всем приятного просмотра, погнали смотреть видос. Итак, давайте начнем с билдачка, покажу, какие у нас таланты прокачиваются, какие символы используются и немножко об этом поговорим. Итак, народ, смотрите, есть у нас два варианта. Один плюс-минус стандартный, второй вариант, который мне больше нравится, и я бы рекомендовал вам бегать именно во второй версии, но мы поговорим про оба. Первый вариант выглядит таким образом. Здесь в чем отличие? Мы прокачиваем себе чародейскую стойкость в троечку, соответственно, увеличиваем себе броню от интеллекта, но не прокачиваем чародейскую сосредоточенность. Я же рекомендую вот такую сборку по талантам. Мы здесь не качаем чародейскую стойкость, за счет чего выкачиваем чародейскую сосредоточенность, будем экономить ману, прокает достаточно часто, это прям солидно помогает, и это приятно в момент геймплея. И как раз таки та самая прокачка ветки льда. То есть мы в тройку оставляем обморожение, в единичку берем пронзающий лед и в единичку прокачиваем свирепую снежную бурю. Все остальное мы здесь выкачиваем по стандарту, это уже такой выверенный билд, другие таланты нет смысла куда-то перераспределять. Так что вот такой вот билдачок используем, с ним бегаем, к нему привыкаем и с ним флекс и суету наводим. Теперь говорим про символы, начнем с больших, соответственно. Всегда 100% используется символ ледяной преграды. Также всегда и 100% используется символ прилива сил. А вот третий большой символ видоизменяется в зависимости от вашего сетапа и от режима, допустим, в который вы играете. А вот если мы играем в режиме 1x1, то символ на шип мы не используем, он нам уже не нужен. Берем символ самоцвета маны. Малые символы тоже у нас всегда используется символ защиты от огня, 100%. 100% используем символ защиты от магии льда. И третий малый символ всегда берется символ замедленного падения, но если вам не впадло таскать с собой реагент, то можно заменить его на символ чародейского интеллекта. Это будет как бы пополезнее, но не так критично, не так важно. В общем, если хотите прям максимальную пользу извлечь, тогда символ чародейского интеллекта, а так бегайте символом на замедленное падение. Если мы говорим про профессии, народ, смотрите, здесь разделение на стандартного лича и на Сирус лича, соответственно. На дефолтном 3.3.5 у нас только две профессии на выбор, и тогда мы берем себе однозначно кузнечное дело и ювелирное дело. За счет кузнечного дела мы вырезаем себе одно дополнительное гнездо в наручах и одно дополнительное гнездо в перчатках, туда можно вставить любые гемы, какие хотим. А за счет ювелирки мы себе вставляем 3 усиленных гема на скорость. Они, по-моему, называются мягкое око дракона. В общем, 3 усиленных желтых гема на скорость за счет ювелирки себе в шмот вставляем. На Сирусе же нам предоставили еще 2 профессии, вкачать возможность такую. Соответственно, мы берем себе кожевничество и инженерку. Инженерное дело мы берем себе, чтобы зачарить перчатку нарукавной зажигательной ракетницей. А вот кожевничество мы берем себе, чтобы получить чарку на наше запястье. И эта чарка увеличивает нам сопротивление к темной магии на 105 единиц. Вот такая вот чарка прикольная, интересная, есть и на наруче. Ее мы именно берем. И теперь, в принципе, про статы вам расскажу, какой идеальный кап набирать, и вы уже под это подбираете весь оставшийся шмот, который, соответственно, и фармите. Значит, меткость. В идеале набрать 5%, но это ради паладинов в основном делается, чтобы вы по паладинам не миссовали. В принципе, можно играть и с 4%, но тогда иногда будут возникать случаи, когда вы миссуете. Короче, если вы играете, опять же, на Сирусе, там до хрена статов, можете себе брать 5% ради 100% гаранта. На обычном личе можно брать себе 4 там с небольшим количеством процента меткости, тоже будет хорошо. Пенетра, она же проникающая способность заклинаний, здесь берем 135 единиц всегда. Это соответствующий максимум, который нам нужен, опять же, против паладинов, против всех подряд. 135 единиц набираете, больше смысла нет. И для вас очень важным статом является хоста. Она же скорость, она же рейтинг скорости. В общем, нужно набрать 1000 плюс вашей хосты. И опять же, здесь у нас идет вариация и такой вот баланс между хостой и устойчивостью, потому что очень часто шмотки взаимоисключают эти статы. Если у вас много шмоток на устойчивость, скорее всего, у вас много шмоток на хосту не будет, и наоборот. В идеале вам нужно для себя лично определить тот самый баланс, который вы хотите. На Сирусе, понятное дело, чем выше сезон, тем больше устойчивости будет в PvP шмоте, и, соответственно, у вас там будет набираться не стандартный 1000 устойчивости, как на обычном личе, а там 1400 у вас устойчивости может быть и так далее. И по хосте тоже та же ситуация. В общем, смотрите, как вам комфортнее. Типа в среднем нормальным значением для хосты считается 1000, да, можно все остальное закидывать в устойчивость, если вам не хватает выживаемости. Но если вы уже опытный маг, опытный magician, you know, то тогда можете себе жертвовать устойчивостью, немножко ее меньше собирать, и за счет этого больше хосты получать в своем шмоте, и еще комфортнее вам дэмэдж будет наносить. Вот так вот.
По поводу камней и чарок, народ, смотрите, на плащ вы себе всегда чарите чарку, которая увеличивает вам проникающую способность заклинаний. На Сирусе, на аукционе, допустим, можно купить чарку, которая вам 52 пенетры предоставляет. Допустим, на Вармене я вот сейчас играю на 335, тут максимум 35, по-моему, пенетр. В любом случае вы чарите себе плащ на проникающую способность заклинаний дополнительную. И потом камнями добираете до 135 единиц, как это нужно по статам, соответственно. Все остальные камни имеет смысл закидывать в скорость, потому что вам ее нужно максимально много. Не смотрите на цвет гнезд, просто закидывайте на скорость максимально большое количество ваших камней. Метовый сокет, который вы себе в голову вставляете, всегда одинаковый. Этот сокет дает вам интеллект и шанс восполнить ману. Вот такой вот сокет мы себе и засовываем в голову. Если говорить про все остальные чарки, то я их также расписал в документе. Ну, в общем, голова — это чарка соло на плюс 30 сил заклинаний, 20 рейтинга критического удара. Итак, народ, я тут во время монтажа подумал, что не стоит надолго задерживаться на данном моменте. В любом случае, в своей памятке, которую я приложил к полноценному гайду на Boost, все уже расписано. Там и чарки, и шмотки, и тудым, и сюдым. В общем, в любом случае, на экране видите чарки, их используем. А пока что погнали дальше смотреть видос. И если мы говорим про лучшую расу на стандартном личе за Альянс, это всегда люди. У нас просто присутствует расовый встроенный тринкет, который диспелит с нас весь контроль, и мы, соответственно, не носим уже аксессуар. Тринкет, который делает то же самое, просто используем дополнительно второй дамажный релик. Если же вы все-таки решили сделать себе мага за Орду, что не самое лучшее решение, но все-таки неплохими вариантами по расе будут либо андеды, которые диспелят феры, там типа идет общий кулдаун с тринкетом, немножко ускоренный, но в любом случае нельзя сначала задиспелить фир, а потом сразу же тринкет юзануть. Так не получится. Либо можете троллей попробовать, потому что у них прикольная расовая активка на увеличение скорости. В любом случае это гораздо слабее, чем хуманы, чем люди, поэтому все-таки лучше играть за Альянс, если уж вы решили делать себе мага. Если же мы говорим про Сирус, то не так давно было супер упишным брать себе мага Драктира, созвездие дракона, потому что у нас присутствует вот эта вот пассивка, хроматическое наследие, и там можно было выбирать себе, к какому типу магии повышать сопротивление, и вы вместе, допустим, с чаркой на наши наручи, скажем, что могли себе настолько большое сопротивление темной магии заиметь, что там просто ни один спелл вообще не проходил, все в сопротивление улетало. Это полный шок-контент был и полный кекис. Сейчас же это так не работает, и Драктирам не сопротивление к магии повышается у них, да, за счет пассивки, а просто урон уменьшается от какого-то типа магии. В принципе, тоже можно использовать, но уже смысл другой. И уже работает не так прикольно. И активка прикольная у Драктира, вот духовные крылья, которые откидывает от вас противников. Но это было раньше. Сейчас, короче, Драктиры уже не такие упишные, сопротивление уже не работает таким образом, как работало раньше, поэтому нужно искать альтернативные варианты. И сейчас я почекал, в ладере что-то очень много народа бегает именно в созвездии быка, в созвездии Таурена. Уж не знаю, чем это обусловлено, явно не тем, что созвездие, так сказать, бесплатное, стандартное. В принципе, можно. Почему бегают за Таурена? Ну, у вас типа появляется дополнительный стан, но это не так важно. Я так понимаю, берут ради пассивок. У вас пониженный физический дэмэдж по вам проходит, да, на 1%. При этом крит-эффект заклинаний увеличен на 2%, и еще показатель выносливости тоже выше на 4%. Но как будто бы гораздо профитнее взять Дворфа Черного Железа. Это вот созвездие... Где он? Вулкана. У вас также присутствует дополнительный стан, только таргетный, и на 3 секунды. То есть он прям солидный уже, его можно закинуть в любой момент, когда 2 минуты. Нормально. И такие же пассивки, по сути, на деф. У вас также увеличен крит на 2%, наносимый урон увеличен на 2%, множитель критического эффекта увеличен на 2%, и также показатель брони увеличен на 4%. Здесь типа нету просто увеличенной выносливости, как у Тауренов, но как будто бы созвездие Вулкана вот это гораздо прикольнее выглядит. Я бы присмотрелся на вашем месте. Если не нравится или если не прокачано созвездие Вулкана, можно присмотреться к созвездию Наару. Также имеется активка, которая дополнительно замедляет противника таргетно. Довольно неплохо работает. Перезарядка 90 секунд не так уж и много. Сила заклинания увеличена на 1%, нормально. Модификатор крита также увеличен на 4%, тоже неплохо. Наносимый урон увеличен на 2%. И прикольная пассивка «Милость цвета» называется. Значит, получаемый магический дэмэдж понижен на 1%. И как только ваше здоровье падает до 35% и ниже, вы получаете щит, который снижает по вам дэмэдж на 8% на 10 секунд. Приятно?
Прикольно. И опять же, учитывая, что КД всего лишь в 1 минуту, вас могли пробить. Допустим, потом вас лекарь подхилил, или вы там, я не знаю, залосали противников, нажали прилив сил, сами себя зарегенили, минуту еще побегали, вас снова пробили, уже второй щит на вас будет наложен. Тоже приятно. И еще один вариант, почему бы и нет. Можно взять себе созвездие демона. Это мне нравится поменьше, чем, допустим, созвездие вот на Ару или созвездие вулкана. Да? Но как будто бы, если у вас открыто, уже можно этим тоже воспользоваться. Дополнительный блинк будет с КД в 1 минуту нормально. Множитель крита повышен на 2%. Увеличенный крит на 2%. Скорость произнесения целительных и атакующих заклинаний тоже увеличена на 2%. Хорошо. И также деф-пассивка. Получаемый урон от магии снижен на 2%. Показатель брони увеличен на 2%. В общем, все эти созвездия имеют как и атакующие, так и дефательные обилки. В общем, мне больше всего нравится, наверное, созвездие вулкана теперь. Меньше, но прикольно, созвездие Нару, еще меньше созвездия демона. Если уж никаких созвездий таких нет, ну ладно, можно взять созвездие быка, пусть будет. Народ, как вы могли заметить, данный видос является неполной версией моего основного гайда, который я записал на Бусти. Там я подробнее разобрал билды, показал парочку фишек, связанных с нашими способностями, немного поговорил про макросы, да, не про все, потому что планирую сделать отдельный видос конкретно по макросам для Фростмага, и полностью разобрал вопрос шмота, то есть какие у нас являются элементы экипировки бисовыми, какие стоит использовать, какие не стоит, какие лучше, какие хуже. Также всю эту информацию кратко разместил в документе, чтобы вам было проще вспоминать, если будет такая необходимость. Так что, если планируете поддержать канал копеечкой, переходите на Бусти, подписывайтесь, смотрите дополнительный контент. Всем желаю прогрессив PvP, всем чао, всем пока.